Друзья мои, всем привет! Смотрите, какой универсальный узор хочу вам сегодня предложить. Узор в 3D, он объемный, связан он в технике кондо. Что такое техника кондо? Это сочетание двух кардинально разных номеров спиц. У меня в работе будут спицы номер 2 и номер 8. Идеально, когда разница между номерами спиц 6-7 миллиметров. В данном узоре раппорт всего 2 петли, и повторять мы будем всего один ряд. Это просто фантастика. Узор впечатляет. Узором, когда вяжешь, просто наслаждаешься. Что можно связать? Друзья мои, все можно связать. Летом это топы, майки, шивные, потому что он идеален при поворотном вязании. Хотя можно вязать и в круговую. Палантины, да все что угодно, кардиганы летние, воздушные. Причем до сих пор в моде еще долго будет оставаться сеточка. Здесь вам, пожалуйста, и сеточка тоже, да, потому что крупные дырочки такие. Зимой можно вязать уютные шарфы, капры, кардиганы. Ну, естественно, пряжу толще берем и спицы берем большего размера, да, с разницей в 6-7 миллиметров между спицами. Не забываем об этом. Да любые кофточки. О круговом вязании. Если будете вязать в круговом вязании, вы зеркально вяжете четные ряды, то есть мы будем вязать с вами скрещенную лицевую петлю, а вы будете вязать, допустим, если по кругу, то изнаночную скрещенную надо провязывать. Но для того, чтобы не было видно перехода, рекомендую вам вязать не по одному ряду, как мы с вами сейчас будем чередовать, а по несколько рядов. Тогда переход из ряда в ряд не будет заметен. И хочу показать вам еще один образец. К сожалению, пряжа здесь вискоза с люрексом, и камера ее вот абсолютно не читает. Если бы вы видели, что я сейчас держу в своих руках. Это неописуемая красота. Прям очень-очень жаль, что камера этой красоты не передает. Вот блеск она не воспринимает почему-то. Обычно у нас красные цвета, темные тяжело передаются. Но вот, как оказалось, вот такой объемный узор с люрексом как-то камера передает вот абсолютно неверно. У узора есть лицевая сторона и есть изнаночная сторона. Смотрите, какой узор вам понравится больше, потому что, на мой взгляд, изнаночная сторона, почему я сразу подумала о кардиганах, тоже очень презентабельно выглядит. На маленьком образце и уже впечатляет. И вот образец чуть побольше, то также покажу, хоть он и плохо фокусирует. Вот так выглядит изнаночная сторона. Нет слов, какая красота. А я вас приглашаю, девочки, в телеграм-канал и на Дзен. Все ссылки оставлю в описании. В телеграм-канале я каждый день публикую, иногда по несколько публикаций. Это разборчивые, хорошие схемы к изделиям. Или какие-то видеоуроки разных блогеров. Так что присоединяйтесь в телеграм, присоединяйтесь на Дзен. Итак, приступаем к вязанию узора. У меня спицы в работе будут номер 2 и номер 8. Берем спицы номер 2, или давайте будем называть маленькие и большие для взаимопонимания. Методом длинный хвост для образца набираю четное количество петель. В принципе, без разницы. Смотрите, можете набрать четное количество петель, плюс 2 кромочные остается четным количеством. Если для изделия, то лучше набрать четное количество петель кратное 2, плюс 1 петля для симметрии. Для образца я буду набирать четное количество петель методом длинный хвост. 2 петли, 3, 4, 21 и 22. 22 петли достаточно. Вынимаю. Да, набирала на 2 спицы сразу. Набираем именно на тоненькие спицы. Итак, разворачиваемся, и перед нами установочный нулевой ряд, который мы провяжем резинкой 1 на 1. Все четные ряды это будет изнаночная сторона, так как у узора есть лицевая и изнаночная сторона. Вяжем большой спицей. Первую снимаю и начинаю вязать изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая.
Первые ряды, как правило, идут немножечко медленнее. Потом уже, когда немножко рядов провязано, да, все, наверное, знают, вязание уже идет более быстро. Это при любом узоре, это не секрет. Итак, лицевая, изнаночная. И последние 2 петли лицевая и изнаночная. Разворачиваемся, и теперь мы начинаем вязать всего лишь один ряд, повторяя. Единственное, мы будем менять только номера спиц. В нечетных рядах, это у нас лицевая сторона, мы будем вязать спицей меньшего размера. Изнаночные ряды по изнаночной стороне мы будем вязать спицами большого размера. Итак, сам узор кромочную снимаю, мы продолжаем вязать резинкой 1 на 1, где лицевая петля скрещенная. Поскольку я вяжу классическими петлями, поэтому, провязав первый установочный ряд, у меня лицевая петля стоит ко мне правой стенкой. Для того, чтобы не провязать лицевую петлю скрещенной, я провязываю ее за заднюю стеночку, вот так. Если вы вязали установочный ряд бабушкиными изнаночными петлями, значит, для вас лицевая петля скрещенная будет выглядеть вот таким образом, левой стенкой к себе, и вы будете провязывать за переднюю стенку. Только в этом будет разница. Итак, я верну спицу так, как она у меня, петлю, вернее, верну так, как она у меня стояла, и теперь начинаем из ряда в ряд повторять одни и те же действия. Лицевая скрещенная и изнаночная. Вяжите ту изнаночную, которую вы вяжете. Бабушкина, либо классическую. У меня классическая. Лицевая скрещенная, изнаночная. Лицевая скрещенная, изнаночная. Повторяем до конца ряда. И в конце у меня лицевая скрещенная и изнаночная. Итак, закончили первый ряд. Он лицевым был. Изнаночная сторона. Все четные ряды вяжем спицей большего размера. Первую снимаю, повторяю все то, что делала в первом ряду. Изнаночная, лицевая скрещенная. Так как я вяжу классическими петлями, за заднюю стенку. Если вы вяжете бабушкиными, за переднюю стенку. И продолжаем вязать лицевая скрещенная, изнаночная. Собственно, это весь узор. В раппорте 2 петли и чередуем один и тот же ряд, меняя спицы. В лицевом ряду спица маленького размера, и в изнаночных рядах спица большего размера. Мы с вами провязали 2 ряда. Разворачиваю вязание и повторяем. У нас лицевая сторона, и вяжем маленькой спицей. Вяжется узор просто на раз-два. Начинаешь его вязать, и хочется его дальше продолжать и продолжать вязать. Поэтому у меня получились такие большие образцы. Я перепробовала разную пряжу. Кстати, мне больше нравится на тоненькой-тоненькой пряже. Ну, соответственно, если вы берете какую-то объемную пряжу, то спицы надо кардинально менять на больше, да, это понятно, я думаю. Поэтому обязательно вяжем образец. Впрочем, как и всегда.